Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжим наш разговор о Димаше, а точнее сегодня мы узнаем впечатление Димаша о его собственном первом альбоме. Какие песни, какой язык наиболее сложен для Димаша в его исполнительском мастерстве и многое-многое другое. Как всегда, выражаю просьбу о том, чтобы вы подписывались на наш канал, а также не забывали про лайки. Итак, начинаем. Мы обратились за информацией в Eurasian Fan Club, а все об этом клубе вы увидите на их сайте. Он есть на широких просторах интернета. Итак, вы готовы слушать? Тогда начинаем. 2 года назад Димаш стремительно взлетел к славе благодаря китайскому телевизионному конкурсу «Singer». В одночасье его феноменальный взлет к славе стал вирусной сенсацией. Своими красивыми экзотическими чертами в сочетании с невероятно широким вокальным диапазоном Димаш притянул огромное количество поклонников в Китае и его родной стране Казахстане. В последующие 2 года он провел несколько сольных концертов в Китае, а также у себя на родине и даже в Англии и в России. Кроме того, он часто появлялся в нескольких развлекательных шоу, и его альбому все еще необходимо появиться на свет. Димаш с детства всегда мечтал о своем собственном альбоме. Будучи ребенком, он даже нарисовал кассету с альбомом, которую он представлял в своем уме. Выросший в музыкальной семье, Димаш всегда увлекался музыкой. Его дедушка – дамбрист, бабушка – певица, а его родители также работают в музыкальной индустрии. Он начал выступать в детском хоре в возрасте 5 лет, а в 6 лет он выиграл национальный конкурс пианистов в Казахстане. В подростковом возрасте Димаш получил более широкое признание, приняв участие в нескольких вокальных конкурсах, выиграв крупные конкурсы в Казахстане. За почти 2 десятилетия непрерывного обучения и подготовки Димаш отточил свое мастерство и был готов стать самой эффективной звездой в конкурсе «Певец». И, наконец, он осуществил свою детскую мечту. Его первый альбом «ID» был выпущен в середине июня. Продажи альбома достигли 80 тысяч за 1 минуту и к настоящему времени превысили около 3 миллионов, 3 платины. Почему он выпустил альбом через 2 года после пика своей популярности? Какие истории Димаш исполнил в альбоме? И какую реакцию он испытал с мгновенной славой и популярностью? Перед выпуском альбома Димаш дал эксклюзивное интервью Intune. Он сказал, что сейчас он учится в аспирантуре, специализируется на композиторстве и сказал, что музыка требует постоянного обучения, и он до сих пор возвращается к своим преподавателям вокала в Казахстане, чтобы заниматься вокалом. Через Intune Димаш объясняет свои музыкальные идеи своим поклонникам, делясь своим опытом и мудростью, подчеркнутыми попутно. В дополнение к рисункам кассет его детская игра также включалась в вырезание маленьких фигурок из книжек с картинками в качестве его зрителей и проведение собственных концертов для них. Одна за другой детские мечты Димаша осуществлялись. 29 июня он проведет свой сольный концерт в Астане, в Казахстане, и он проведет свой сольный концерт в Соединенных Штатах Америки 23 октября. Вопрос задает журналист. Почему вы выпустили свой первый альбом 2 года спустя после «Singer»? Димаш. Первый альбом очень важен для меня. Я должен был корректировать его снова и снова, пока не был уверен и удовлетворен этим. Я также хочу спланировать направление следующего альбома, основываясь на отзывах по поводу этого. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою признательность моим фанатам, которые с нетерпением ждали выхода альбома. Этот альбом для всех вас. Вопрос корреспондента. ID – первый полноценный альбом о вашей карьере. Димаш отвечает. Строго говоря, да. Вот почему я потратил так много времени, чтобы сделать его. Но этого все еще недостаточно, чтобы полностью выразить себя. Оригинал – мое музыкальное отношение. С возрастом и накоплением знаний и опыта каждый этап жизни приносит разные перспективы, и поэтому я думаю, что альбом, может представлять только 2 последних года Димаша. Вопрос задает корреспондент. Название альбома ID имеет какое-то конкретное значение? Димаш. Прежде всего, ID – это индивидуальный код, уникальный для каждого, символ, который отличает вас от других. Между тем,
Оно скрыто в моем имени Димаш. Кроме того, у него есть много других значений. Например, «ай» в фонетическом мандарине означает «любовь». И в этом альбоме есть много видов любви. Например, «лунная мама» – это любовь ребенка к матери и великая, огромная любовь в войне и мире. «Ди» – это, конечно, мое имя Димаш и мои «дирс», а также музыкальная нота «до». Вопрос задает корреспондент. Какой посыл вы пытались донести своим зрителям через альбом? Димаш отвечает. Прежде всего, я хотел бы передать моим зрителям свою любовь. Я осознаю, насколько они важны. Я хотел бы выразить свою благодарность. Без вашей постоянной поддержки не было бы Димаша, блистающего на сцене. Вопрос задает корреспондент. Мне сказали, что вы участвовали как в аранжировках песен, так и в продюсировании. Есть ли у вас особые предпочтения в качестве аранжировщика? Димаш отвечает. Я хотел добавить свои идеи в альбом, поэтому я старался участвовать во всех аспектах создания, включая тексты песен. Услышав мелодию, я фиксировал свои мысли и мое понимание музыки, а затем просил авторов текста песен завершить это. Что касается аранжировок, у меня нет особых предпочтений. Я слушал снова и снова, а затем, в соответствии со своим пониманием песни, находил направление, которое лучше всего подходит для этого. Я наслаждаюсь широким спектром музыкальных жанров, поэтому этот альбом состоит из песен разных стилей, которые, как мы надеемся, позволяет каждому увидеть очень разностороннего Димаша со многими возможностями. Конечно, я также хотел бы найти свой собственный уникальный стиль после еще нескольких экспериментов и проб. Журналист. Какая песня была самой сложной для вас в этом альбоме? Димаш отвечает. Невозможно сравнить. У каждого своя уникальная сложность, смеется. Например, «Война и мир», потому что нам нужно было создать величественную и противостоящую атмосферу. Я должен был позволить себе погрузиться в это настроение и атмосферу во время записи. Журналист. Какая из них доставила вам больше всего головной боли? Димаш. Запись китайских песен, смеется. Для меня китайский язык является самым сложным языком в мире. Всякий раз, когда я получаю новую китайскую песню, команда помогает мне перевести всю песню, оценить произношение. После всего этого, в соответствии с мелодией и текстом, мы затем рассматриваем конкретную интерпретацию каждой строки или даже отдельного слова. Артикуляция и произношение – самая сложная часть. Иногда я думал, что мои эмоции были на должном уровне, но я не излагал достаточно ясно. В других случаях, когда я уделял полное внимание произношению, выражение моих эмоций могло быть не очень хорошим. Таким образом, каждая китайская песня много и много раз записывается, и это самая сложная часть для меня. Но я верю, что всеми этими практиками и обучением медленно, но верно моя интерпретация китайских песен становится все лучше и лучше. Журналист. Есть ли что-то новое, что вы пробовали в альбоме? Чем вы гордитесь? Димаш. Я намеренно не пробовал определенный стиль, но мне просто нравятся миксы разных жанров. Когда я получаю новую песню, я погружаюсь в нее, пытаясь разными способами выразить свои эмоции в соответствии с моим пониманием, пока не найду наиболее удовлетворительные. Журналист. Есть какие-нибудь причудливые привычки в студии звукозаписи? Димаш. Мне нравится, когда очень тихо. Я приглашаю свет и заставляю всех выходить. Мне нужно какое-то пространство в одиночестве, чтобы подумать, чтобы подготовиться. Только при записи китайских песен моя команда может также остаться и помочь исправить мое произношение. Журналист. Сколько времени понадобилось, чтобы сделать этот альбом? Димаш. Около 2 лет.
потому что некоторые идеи постоянно менялись, и мы дорабатывали их попутно, снова и снова, и поэтому это заняло больше времени. Журналист. Вы сочинили «Войну и мир». Что вдохновило вас? Димаш. Я надеюсь, что в этом мире никогда не будет войн. Я не хочу никогда видеть слезы детей, поэтому я написал эту песню. Полные боли и беспомощности глаза детей войны, душераздирающие. Как певец, я надеюсь выразить свои чувства и мысли через мою музыку. Если эта песня может вызвать у кого-то сострадание и милосердие или утешить чью-то боль, тогда я выполню свое самое большое желание, когда писал эту песню. Журналист. Ваша собственная композиция особенно сильная. Почему вы написали мелодию с таким широким диапазоном? Димаш. Я не могу объяснить, это просто вылилось из моего сердца. Журналист. О чем песня «Лунная мама»? Димаш. Это песня о чьей-то потерянной матери. Я был воспитан моими бабушкой и дедушкой. Наша семья следует традиционному казахскому обычаю, когда первенца отдают дедушке и бабушке. Поэтому мои бабушка и дедушка играют роль моих родителей. Моя бабушка заботилась обо мне, и она даже бросила свою работу. Несмотря на свою хроническую боль в ногах, она отвозила меня на уроки музыки каждый день. Не будет преувеличением сказать, что все мои достижения должны быть приписаны ей. Моя любовь к маме, бабушке действительно неописуема. Но не каждому ребенку так повезло, как мне. Многие дети потеряли мать при рождении или даже стали сиротами. Но в этом мире не должно быть недостатка любви и заботы. Я хочу передать им эту любовь, это тепло. Журналист. Большинство ваших песен довольно трагичны. Подходит ли ваш голос больше для таких великих и драматических песен? Димаш. Может быть, мой внутренний мир действительно больше подходит для таких песен. Смеется. Журналист. Какая песня самая веселая в альбоме? Димаш отвечает. Screaming и Give Me Your Love. Журналист. Обеспокоены ли вы тем, что ваши песни слишком сложны для того, чтобы обычные люди могли их исполнять? Димаш. Я экспериментировал с песнями разных жанров, разных языков и, конечно же, со многими китайскими песнями. Я очень впечатлен тем, что мои фанаты просто потрясающие. Они могут справиться со всеми и подпевать мне даже казахские песни, что очень трогает мое сердце. Журналист. За последние 2 года появились ли у вас новые идеи в пении и композиторстве? Какие-нибудь улучшения в ваших музыкальных навыках? Димаш. Я всегда много трудился и пытался создать свою собственную музыку. Я думаю о музыке каждую секунду своей жизни, даже когда я в самолете, принимая душ или перед сном. Как только я вдохновляюсь, даже если это просто отдельные кусочки, я записываю их. И постепенно, в конце концов, они превращаются в зрелое произведение, такое как «Война и мир». Я изучаю музыку всю свою жизнь. Для певца вы должны постоянно учиться и ежедневно заниматься вокалом. Всякий раз, когда я иду домой, я нахожу своих учителей музыки. Мои учителя также следят за моей карьерой, и они дают мне поддержку и вносят предложения. Независимо от того, что вы делаете, вам необходимо оттачивать свои навыки посредством непрерывного обучения. Что касается улучшения моих музыкальных навыков, я не думаю, что оно достигло уровня моего удовлетворения. Журналист. С тех пор, как вы стали известным благодаря Singer, что изменилось в вашей жизни за последние 2 года? У вас есть какой-то новый взгляд на жизнь? Димаш. Изменение состоит в том, что больше людей услышали мои песни и узнали меня, и это дало мне возможность стоять на более масштабных сценах. Увы, свободное время с семьей и друзьями уменьшилось. Но, к счастью, моя семья очень поддерживает мою карьеру. Единственная постоянная вещь – это музыка. Она занимает самое важное место в моей жизни, как с точки зрения качества, так и количества. Это никогда не менялось и никогда не изменится. Мой распорядок дня состоит из 3 мест – концертного зала, студии звукозаписи и дома или отеля. Никогда не снижать темп работы. Я должен постоянно впитывать новые знания. Журналист. Вы закончили учебу? Димаш. Еще нет. Я учусь в аспирантуре по специальности композиция, что, надеюсь, поможет мне создать лучшую музыку. Я надеюсь больше заниматься написанием песен и лучше выражать свою музыку. Журналист. Вы проводите больше времени в Китае или в Казахстане? Димаш. Казахстан. Есть много приглашений на мероприятия и выступления в других странах. Кроме Казахстана, я больше всего времени провожу в Китае. Журналист.
Какой ваш самый любимый город в Китае и почему? Димаш. Чаньша. Я скучаю по времени Сингер. Это очень драгоценное время для меня. Журналист. Появились ли у вас новые друзья, которые оказали на вас большое влияние со времен Сингер? Димаш отвечает. Если честно, я не очень хорош в том, чтобы заводить новых друзей, хотя я стараюсь изо всех сил. Я подружился с Lions Band, Лин Папа, Терри Лин. Все они хорошие друзья и уважаемые для меня старшие. Журналист. Итак, мне сказали, что вы мечтали выпустить свой собственный альбом с детства, и вы даже нарисовали своими руками свой собственный альбом. Каким был рисунок? Димаш отвечает. Тогда я слушал кассеты. Я сорвал наклейки на кассетах и нарисовал свои собственные рисунки. Однажды я перечислил все 15 казахских песен, которые знал, и представлял, что этот список моих собственных песен. Я помню, что у меня был маленький игрушечный грузовик, и я положил кассету в грузовик, представляя, что он несет мой альбом на концерт. Я даже вырезал маленьких человечков из книжек с картинками. И это были мои зрители. А стул был сценой. Я играл с кассеты и мечтал о том, что у меня будет собственный концерт. Журналист. Какие песни вы слушали в последнее время? Посоветуйте что-нибудь. Димаш отвечает. Я люблю этнические народные песни всех стран. Народная музыка часто игнорируется массовым рынком. Но я люблю изучать все виды этнических инструментов. В последнее время я слушаю турецкую музыку под названием «Исьян», и я хотел бы порекомендовать ее вам. Дорогие друзья, давайте попрощаемся, потому что на этом наше видео заканчивается. Я надеюсь, у вас будут много комментариев сегодня под нашим видео, потому что интервью было очень интересным и очень познавательным для нас, потому что мы сегодня увидели, опять же, новые интересные стороны творчества Димаша. Итак, давайте будем писать под видео ваши комментарии. До новых встреч, друзья. До свидания. To